Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, посвященной городу Олбани в штате Нью-Йорк. Именно бобер делает этот выпуск одним из самых запоминающихся в серии. На небольшой площади монеты художница разместила 3 исторических персонажей, надписи и даты. Дорогие друзья, мы приветствуем вас на канале «Заметки нумизмата». Мы продолжаем рассказ о ранних юбилейных полудолларах США. Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, посвященной городу Олбани в штате Нью-Йорк. Это выпуск 1636 года, связанный с 250-летием городской хартии Олбани. На первый взгляд, эта монета может показаться менее громкой, чем Панамо-Тихоокеанский выпуск, полудоллар Колумбовой выставки или Руанок. Здесь нет Всемирной выставки, Панамского канала или Большого национального мифа, но именно этим она и интересна. Хейлф Олбани показывает другую сторону ранних памятных монет США – локальную историю, городскую идентичность, региональную гордость и очень продуманную символику, помещенную в серебряный полудоллар. Монета посвящена городской хартии 1686 года, которую обычно называют хартией Донгана. Она связана с именем Томаса Донгана, колониального губернатора Нью-Йорка. Этот документ закрепил важный этап в развитии Олбани как городского центра. Сам Олбани – один из старейших и наиболее устойчивых городов в американской истории. Задолго до независимости США эта территория была важным пунктом торговли и связи на реке Гудзон. На монете прямо указаны даты – Сетлет 1614 и Шатарет 1686. Первая дата отсылает к раннему европейскому присутствию в районе будущего города, а вторая – к официальной городской хартии. Исторически Олбани связан с голландским, английским колониальным прошлым и наследием. В XVII веке здесь находился важный торговый пункт, а меховая торговля стала одной из экономических основ региона. Поэтому бобер на монете не декоративный деталь, а прямой символ ранней экономики города. Именно бобер делает этот выпуск одним из самых запоминающихся в серии. На одной стороне изображен бобер, грызущий кленовую ветвь. Для американской монеты это необычный образ. Вместо привычного орла, аллегорической свободы или портрета государственного деятеля мы видим животное, тесно связанное с реальностью и с историей этих мест. Бобер присутствует на печати Олбани и напоминает о времени, когда меховая торговля была ключом к развитию региона. Кленовая ветвь также выбрана не случайно. Клен связан с штатом Нью-Йорк, а их семена по краям композиции воспринимаются как знак роста, продолжения и плодородия, а также городской жизни. Автором монеты стала Гертруда Кэтрин Латроп, скульптор из Олбани, одна из интересных женщин-художниц в истории ранних памятных монет США. Коллекционерам она знакома по другим выпускам, полудоллару Нью-Рошель 1938 года. Латроп умела создавать не просто официальную эмблему, а живую сцену, где историческая точность сочеталась с мягкой художественной выразительностью. Особенно любопытна история работы с бобром. В нумизматических источниках отмечается, что Латроп использовала живого бобра как модель. Это редкий, во многом забавный эпизод в истории монетного дизайна, но результат получился убедительным. Животное выглядит естественным и спокойным. Вторая сторона монеты сложнее по композиции. На ней изображена историческая сцена, связанная с получением городской хартии. В центре губернатор Томас Донган, Питер Скайлер, которого считают первым мэром Олбани, и Роберт Ливингстон. Скайлер держит хартию 1686 года, а над группой расположен орел со распростертыми крыльями. В композиции есть также сосновые ветви шишки, еще один символ природной силы, роста и местной истории. На небольшой площади монеты художница разместила 3 исторических персонажей, документ, орла, природные детали, надписи и дату. При этом композиция остается читаемой, хотя детали действительно мелкие. Именно поэтому при оценке монеты важно смотреть не только на общую сохранность, но и на то, насколько хорошо видны фигуры, лица, хартия и мелкие элементы. В отличие от некоторых
некоторых других выпусков 1936 года Калф Олбани не был рассчитан на массовый национальный интерес. Это был локальный юбилейный выпуск, распространявшийся через местный комитет, связанный с хартией Донгана. Цена составляла $2 за монету. При номинале 50 центов покупатель фактически платил в 4 раза больше номинала за официальный сувенир. Такой ценник оказался серьезным препятствием. К середине 30-х годов рынок памятных монет США уже уставал от множества локальных выпусков, сложных схем распространения и спекуляций. Поэтому спрос на полудоллар Олбани оказался ниже ожидаемого организаторов. Изначально было отчеканено 25 013 экземпляров, включая 13 контрольных монет для проверки. Позднее 7342 непроданных вернулись и были переплавлены. Поэтому итоговый распределенный тираж обычно указывает как 17 671 экземпляр. Иногда отдельно уточняют, что публике было продано 17 658 монет, а еще 13 относятся к контрольным экземплярам. Это важная деталь, потому что в разных справочниках можно встретить немного разные формулировки по тиражу. С точки зрения редкости, Олбани находится в средней зоне классической серии. Он не относится к самым массовым выпускам, но и не является крайне редким, вроде Гавайев или Гудзона. Тираж небольшой, однако значительная часть сохранилась без следов обращения, потому что их покупали как сувениры и коллекционные предметы. В обращавшемся состоянии эта монета встречается относительно редко. Основная масса сохранившихся экземпляров – это монеты без активного хождения. Но действительно сильные экземпляры с красивым внешним видом, чистым полем и приятной патиной встречаются уже заметно реже. При оценке состояния нужно внимательно смотреть на поверхности тон. Для Олбани характерен сатиновый блеск, но встречаются монеты с темной, тяжелой или неравномерной патиной. Нельзя смотреть только на формальную оценку 64, 65 или 66 по международной шкале. Визуальная привлекательность здесь очень важна. На стороне с бобром стоит посмотреть на тело животного, кленовую ветвь, открытые поля и надписи. Контактные следы и пятна здесь хорошо заметны. На стороне с исторической сценой важны лица, контуры фигур, орел, мелкую надпись «Либерти», детали хартии и нижние элементы композиции. Чем лучше прочеканены и сохранены эти элементы, тем сильнее монета выглядит как коллекционный предмет. В состоянии 67 и выше выпуск становится гораздо более избирательным. Значение имеют уже не только технические баллы, но и общее впечатление. Художественно этот выпуск отличается от многих других памятных монет. Он не пытается быть грандиозным или монументальным. Его сила в локальной точности. Бобер, Калеон, городская хартия, ранние поселенцы, колониальный губернатор, первый мэр, река, торговля и природные символы штата. Это не абстрактная Америка, а конкретный город со своей памятью и знаками. Именно поэтому полудоллар Олбани хорошо смотрится внутри полной серии ранних юбилейных калфов в США. Он показывает, что памятные монеты были не только про крупные национальные даты, но и про городские документы, местные юбилеи и региональные символы. С инвестиционной точки зрения Олбани интересен как качественный представитель средней редкости. Его привлекательность строится на сочетании умеренно низкого тиража, хорошего дизайна, узнаваемого бобра и возможности выбрать экземпляр с сильной эстетикой. В слабом внешнем виде монета может казаться обычной, но красивый экземпляр высокого уровня выглядит очень достойно. Есть у этого выпуска и приятная человеческая сторона. Монета создана художницей из самого Олбани, посвящена истории этого города и наполнена деталями, которые она изучала неформально, а с настоящим интересом. История живым бобром, работа с костюмами XVII века, портретами и хартией делает выпуск гораздо более живым, чем сухая строка в каталоге. Сегодня Олбани воспринимается как один из выразительных локальных выпусков классической серии. Он не самый знаменитый, не самый дорогой и не самый редкий, но очень цельный. В нем есть сильная композиция, необычный символ, хорошая история и характерная атмосфера 1930-х годов, выраженная в монетах. Для канала «Заметки нумизмата» эта монета интересна тем, что хорошо показывает суть ранних памятных монет США. Каждая такая монета – это не только металл и оценка состояния, но и маленький исторический рассказ. В случае с Олбани этот рассказ получился особенно живым. Архивный документ, городская легенда, символ герба и талантливая работа Гертруды Латроп.
Спасибо, что смотрели наш выпуск. Ставьте ваши лайки, задавайте вопросы и до следующей встречи.